Всем привет, с вами Дэн, и мы сегодня создадим прототип игры Galaxon, которая была выпущена на NES. Из данной картинки вырежем игрока и бота. А также создадим пулю и все это поместим в папку с проектом. А для этого сохраним текущий проект и в папке с проектом создадим папку Assets. Также изменим имя модуля на UGame. И создадим саму папку для хранения ресурсов. Изменим цвет формы на черный, цвет космоса. Теперь мы можем начинать. Для вывода изображений на форму компонент Image мы использовать не будем. Почему так? Потому что при создании множества объектов, таких как ботов, пуль, наши изображения начнут мерцать, так как их слишком много будет находиться на форме. Нам необходимо отрисовывать рисунки прямиком на форму, используя Canvas. Поэтому давайте создадим структуру, которая будет описывать объект игрок, в которой будет храниться изображение, которое будет относиться к игроку, положение игрока и размеры данного рисунка. Перейдем в модуль программы и создадим структуру TPlayer. Структура имеет следующие поля. Поле для хранения изображения, поля для хранения позиции объекта, и еще два поля для хранения размера рисунка. Далее необходимо создать три процедуры. Первая процедура — это процедура загрузки и создания всех требуемых ресурсов, то есть загрузки рисунков с задания первоначальных параметров. Вторая процедура Frame, она вызывается каждую перерисовку. И третья процедура — это процедура обновления. Здесь будет происходить обновление положения игрока, пуль, наших ботов и так далее. Создадим описание созданных методов, но перед этим переименуем форму. В процедуре Load произведем создание игрока. Вначале объявим переменную игрока. Теперь приступаем к заполнению структуры, которая описывает игрока. Указываем путь к загружаемому рисунку. Зададим произвольные координаты расположения игрока на форме. А также сохраним параметры высоты и ширины рисунка. Запустим на исполнение, но в результате мы ничего не увидим, так не происходит отрисовка игрока. Но прежде чем отрисовать рисунок, нам необходимо сначала создать игрока, который создается в процедуре Load. Вызовем данную процедуру в событии OnShow. То есть загрузка ресурсов у нас будет происходить при открытии формы. Перенесем данный метод на вниз. Также вызываем функцию отрисовки Frame в событии OnPaint. Опять запускаем и проверяем. Отлично, у нас рисунок отрисовался. Реализуем возможность управления игроком через событие OnKeyPress. И в этом методе произведем обработку нажатий клавиш A и D, соответственно движение влево и вправо. Для перемещения игрока влево-вправо нам необходимо изменять координаты его положения по координате
X. Запускаем. В результате при нажатии на клавиш плеер не перемещается по форме. Это связано с тем, что событие onPaint вызывается только при изменениях на форме. Поэтому нам необходимо вызвать перерисовку вручную. Вызываем rePaint для повторного вызова отрисовки. Теперь при нажатии на клавиши плеер у нас перемещается, но возникает другая проблема. При попытке закрыть приложение мы этого сделать не сможем, так как rePaint вызывается в одном и том же потоке, что и обработка самого приложения. Чтобы устранить данную проблему, добавим компонент Timer. Создадим обработчик onTimer и выставим интервал работы в 10 миллисекунд. А в обработчике onTimer вызовем процедуру rePaint. Опять проверяем, и теперь работает все корректно. Это связано с тем, что таймер работает в отдельном потоке и никак не мешает работе самого приложения. И следовательно мы можем производить любые манипуляции с окном, а при этом таймер будет работать, отсчитывать тики независимо от работы окна. Для шага перемещения игрока создадим константу. Устраним конфликт имен метода update, изменим его на update game, так как служебный метод update уже существует в классе Forms. Выставим плеер в центре по координате X и по Y в нижней части формы. Ошибка в размещении плеера по центру экрана была связана с тем, что расчет W и H осуществлялся после того, как мы устанавливали положение персонажа. Поэтому перенесем расчет WH раньше, чем установка координат. Теперь переходим к созданию бота. Бот будет создаваться по аналогии с плеером. Только для описания сущности будет использоваться не структура, а класс. Класс будет содержать такие же поля, что и структура. Также нам потребуется поле isVisible, которое будет отвечать, виден ли объект на экране, а также переменная, отвечающая за здоровье. Объявим конструктор, который будет создавать бота на определенной позиции. Создадим описание для данного конструктора. И в конструкторе реализуем заполнение созданных полей класса. Также установим первоначальное значение isVisible и health. При создании бот у нас видимый и имеет 3 жизни. Создание ботов также будет осуществляться функцией load, а так как бот у нас будет не один, нам необходимо создать массив. А массив у нас будет не статический, а динамический, чтобы более проще управлять количеством объектов в этом массиве. Мы будем использовать тип объекта list. Производим инициализацию списка и выполняем его заполнение объектами tBot. То есть создаем несколько врагов. Отрисуем всех созданных врагов. Так как врагов будет несколько, нам необходимо узнать количество элементов в списке и все их отобразить.
Прежде чем отобразить врага, нам необходимо убедиться, что он видимый. То есть мы проверяем поле is visible. Исправляем ошибки и запускаем на исполнение. Отлично, у нас отображаются враги и мы можем управлять нашим плеером. Что ж, теперь давайте реализуем возможность стрелять. Для этого вначале создадим пулю. Также создаем класс описания пули, он будет схож с классом врага. Далее реализовываем конструктор класса и выполняем заполнение полей. Давайте изменим сигнатуру конструктора. Вместо координат x и y будем передавать объект нашего игрока. Зачем это нужно? Пуля должна создаваться возле дула игрока, и при перемещении игрока будет проще и легче определить новые координаты для создания пули. Внесем изменения в сигнатуру конструктора. И вычислим координаты создания пули. Объявим список для хранения создаваемых пуль. Перейдем в процедуру Frame и произведем отрисовку создаваемых пуль. Отрисовка пуль будет происходить по аналогии с отрисовкой врагов. Теперь нам необходимо реализовать создание этих пуль. Создание пуль будет осуществляться по нажатию клавиши пробел. А создание пули будет осуществляться путем добавления новой созданной пули в список. При запуске возникает ошибка, связанная с тем, что не был вызван конструктор для списка, в которой содержатся пули. Перейдем в процедуру Load и вызовем конструктор для соответствующего списка. При нажатии на пробел создаются пули и остаются на том же самом месте, где и были созданы. Теперь реализуем возможность движения пуль. Перемещение пуль необходимо осуществлять в процедуре Update Game, которую мы еще не затрагивали. Нам также необходимо пробегаться по всему списку, проверяя, если объект виден, то есть если пуля видна, то ее необходимо смещать по координате Y. Если же нет, то ее отбрасываем. Перемещать пулю мы будем на шаг персонажа. А также процедуру Update Game необходимо вызвать в процедуре отрисовки. Также необходимо изменить знак с плюса на минус, так как пуля должна лететь вверх. Теперь пули создаются верно, и мы можем их создавать, можно сказать, бесконечное множество, до тех пор, пока не закончится оперативная память. Поэтому нам необходимо удалять те пули, которые выходят за пределы формы. Для отладки выведем количество пуль. И производим проверку. И если положение пули по оси Y меньше нуля, то есть она вылетела за пределы окна, нам необходимо ее отключить от отображения и удалить из списка. После удаления элемента из списка нам необходимо принудительно выйти из цикла, так как количество элементов списка уменьшилось и произошло смещение в нем. Запускаем. При создании пули счетчик у нас увеличивается, а при уничтожении счетчик уменьшается. Все работает верно. Теперь переходим к этапу уничтожения ботов. Соответственно, когда мы стреляем по боту, одна пуля отнимает одну жизнь. И чтобы уничтожить бота, нам необходимо попасть в него 3 раза.
Добавим немного комментариев. Проверяем каждую пулю из списка с каждым ботом из соответствующего списка. Напишем условие попадания пули в определенного бота, которое будет состоять из нескольких условий, которые описывают попадание точки в прямоугольник. Проверяем попадание по нижней грани. Теперь по верхней. По левой. По правой грани. Если было зарегистрировано попадание, нам необходимо отнять у бота, в которого мы попали, одну жизнь, и также отключить отображение пули. Далее мы проверяем, остались ли жизни у бота, если же нет, его необходимо уничтожить, то есть удалить из списка. Также вызываем брейк для принудительного выхода из цикла. Добавим недостающие скобки и повторно запустим на исполнение. На данный момент враг уничтожается с одной пулей, и проблема заключается в том, что пуля регистрирует попадание во врага несколько раз в секунду, и враг уничтожается. Нам необходимо сделать так, чтобы пуля регистрировала только одно попадание. Поэтому добавим еще одно условие, которое будет проверять видимость пули. Запускаем, проверяем. Теперь работает все верно, враги уничтожаются с 3 пуль. Теперь осуществим проверку. Если мы уничтожили всех врагов, то вывести победное сообщение. При уничтожении всех врагов создается бесконечное множество всплывающих окон с победным сообщением. Для исправления данной проблемы создадим дополнительную переменную из finish. При старте программы установим первоначальное значение данной переменной. А при уничтожении всех врагов будем изменять состояние данной переменной. И в событии перерисовки будем проверять, пока не конец игры, вызывать методы frame и update. Опять запускаем и проверяем. Теперь все работает корректно. Ну а на этом все. Кто желает продолжения разработки данной игры, пишите в комментариях. Если требуется дополнительный урок по спискам, также говорите об этом. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и всем пока.